I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Всем привет, дорогие друзья! Приглашаю вас в новое мотивационное видео. Сегодня я продолжаю генеральную уборку на своей кухне, и это будет супер мотивация, потому что я переделала немало дел, так что всем желаю приятного просмотра. Сегодня начать генеральную уборку на кухне я решила с холодильника, то есть я решила начать с самых трудозатратных дел, с мытья холодильника, с мытья духовки, а потом уже буду наводить порядок и чистоту на полках и в шкафчиках. Я буду мыть именно верхнюю часть холодильника, морозилку я сегодня трогать не буду, потому что чтобы ее разморозить нужно несколько часов. Я думаю, что это я буду делать уже по осени, а сегодня я помою полочки, протру холодильник изнутри, поэтому отключать я его не буду. Это я буду делать уже когда буду размораживать непосредственно морозилку. Я решила все полки снять и тщательно помыть их в ванной. Мне кажется, что так будет более основательно, чем просто их протереть. Мою я их водой и добавляю немного средств для мытья посуды, то есть никаких таких химических агрессивных средств я здесь не использовала. Кстати, эту уборку я делала на выходных, и снова меня выручил муж. Я попросила его погулять с детьми. На этот раз он забрал всех троих детей, в том числе малыша. Как раз было время, чтобы ему поспать. Он спал в коляске, а старшие дети как раз в это время погуляли. Так что у меня было где-то 2,5 часа свободного времени. Ну, как свободного, конечно же, я не сидела без дела и решила в это время убрать кухню и записать мотивацию на уборку. Так что совместила приятное с полезным. Кстати, холодильник у нас не новый, ему уже лет 9. Мы его покупали еще когда жили в Москве на съемной квартире, и потом уже когда переехали в Видное, то привезли его с собой. Но в принципе, мне кажется, он в нормальном состоянии, он хорошо работает, и внешне, мне кажется, он тоже выглядит неплохо. Единственное, на холодильнике сейчас спереди и сбоку висят магниты. Там часть магнитов, которые мы привозили из каких-то поездок, часть магнитов, которые нам привозили родственники, друзья. Я уже как-то в своих видео проводила опрос, как люди относятся к тому, что на холодильнике висят магниты. Кто-то, как правило, минималисты категорически против, убирает эти магниты, кто-то спокойно относится. Вы знаете, я, наверное, оставлю те магниты, которые мы привезли из путешествий, а остальные магниты уберу, но в принципе я спокойно отношусь к тому, что на холодильнике магниты. Когда я на них смотрю, на меня как-то сразу навевает приятные воспоминания. Внутри я сначала тряпочкой собрала весь мусор, и потом я решила протереть изнутри холодильник с вот таким средством от Faberlic. Это антибактериальное средство. Знаете, я это средство покупала весной 2020 года, в период начала карантина, когда все активно скупали вот эти антибактериальные средства, дезинфицирующие гели для рук. И я тогда купила аж 2 бутылочки, но вот до сих пор они у меня стоят. Одна, наверное, наполовину всего лишь израсходована, то есть я им не часто пользуюсь, и я не заметила какого-то особого вау-эффекта от него. У него нет никакого аромата, но поскольку это средство антибактериальное, то я периодически протираю им поверхности на кухне. И вот с помощью него сегодня решила протереть внутри холодильника, то есть просто разбрызгала и потом протерла обычной бумажной салфеткой насухо. Теперь расставляю все по местам. Вы видите, что у меня холодильник не забит. Знаете, я не очень люблю, когда холодильник просто забит едой, какими-то соленьями, вареньями. Мне все это жутко не нравится. Мне нравится минимализм даже в холодильнике. Вы знаете, что мне очень нравятся заготовки. Они у меня хранятся в морозилке. Но вот забивать под завязку верхнюю часть холодильника я не люблю. И кроме того, когда холодильник забит, мне кажется, что ты просто забываешь, что у тебя хранится там у стенки, ты это не используешь, и в итоге у тебя все портится. Вот мне нравится, когда все-таки все на виду и вот так аккуратно расставлено. Кстати, здесь на дверце холодильника я храню свои любимые патчи от корейского бренда Елизавека. Очень они мне нравятся. И патчи лучше хранить в холодильнике, чтобы они были холодными. Ну и вообще холод лучше сохраняет полезные свойства продукта.
Здесь я вам показываю, сколько всего ненужного оказалось в холодильнике. Здесь очень много лежало от роллов, палочек, соевого соуса, васаби. Не знаю, зачем я это храню, потому что все равно каждый раз, когда мы роллы заказываем, привозят все новое, свежее. И избавляюсь от вот такой банки сливового варенья. Вот сливовое варенье вообще у нас никак не идет, мы его не любим. Лучше всего мы едим клубничное варенье, еще иногда вишневое, а вот остальные у нас как-то портятся. Рыжик, конечно же, был со мной на кухне, наблюдал за процессом уборки. Кстати, завтра, 24 августа, у него день рождения, ему исполняется 2 года. И сейчас я перехожу к мытью духовки. Она, как ни странно, не сильно у меня загрязнена. Наверное, все потому, что в последнее время я не часто, во-первых, в ней готовлю, а во-вторых, я приучила себя во время готовки в духовке постилать что-то вниз, как правило, какой-то пергамент, и если что-то капает из формы, то все это капает не на саму духовку, а на пергамент, и, соответственно, не пригорает, и потом не нужно все это очищать. Вот, поскольку у меня духовка не сильно загрязнена, я использую средства от Faberlic. Вот для таких слабо загрязненных духовок оно отлично справляется. Его нужно буквально чуть-чуть, потому что оно очень хорошо пенится. И если взять его очень много, то потом просто замучаешься убирать эту пену. Но для сильно загрязненных духовок это средство не подойдет. Вот для сильно загрязненных духовок я советую Azilite антижир. Оно отлично справляется. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Протираю духовку со всех сторон от пыли. Сегодня я не стала снимать стекло, чтобы протереть все изнутри, потому что я недавно это делала, у меня внутри все чисто. Единственное, у меня стекло было заляпано снаружи чем-то, не знаю, наверное, дети чем-то заляпали, поэтому снаружи я все хорошенько протерла. Духовка я закончила, она чистая. Кому-то может показаться, что там на металле до конца не домыто. Да, ребята, это действительно так, но духовка у нас старенькая. И вот сколько я ее не мыла, какие-то мелкие загрязнения, их просто невозможно отмыть. И сейчас я вам показываю, что у меня находится на самых верхних полках на кухне. Я давно уже хочу навести здесь порядок. И многие мне советовали сложить все, что там находится в контейнеры. И я, конечно, с удовольствием поддерживаю эту идею. Я приобрела вот такие органайзеры из IKEA. Эта серия называется Варьера. Размер этих контейнеров 24 на 17 сантиметров. Они не очень крупные, но в принципе в них помещаются упаковки с крупами. Кстати, я не сама ездила в IKEA, у меня ездил туда брат, и я попросила его купить мне такие 3 контейнера. Из этой серии есть контейнеры размером побольше, но, к сожалению, на полке по длине они у меня не влезут, поэтому я купила такие. Но ничего, постараюсь разместить и в них. Убираю все с полок, протираю и потом уже буду все складывать в контейнеры.
Также я решила все протереть, насколько это возможно, на самой-самой верхней полке. У нас здесь проходит труба от вент короба к вытяжке, но в принципе ее не видно, так что все нормально, но я стараюсь здесь ничего особо не хранить. Знаю, что многие советуют застилать самую-самую верхнюю полку бумагой, чтобы было проще здесь наводить чистоту и порядок, то есть ты бумагу убрал, выкинул и застелил новую, у тебя снова чистота. Но мне как-то не нравится этот вариант. Вообще люблю, что на шкафах, что на кухне, когда самые-самые верхние полки пустые. Это у меня, наверное, такой пунктик. Я еще, кстати, под кроватями не люблю заполнять пространство. Мне нравится эти места оставлять пустыми. И здесь вы можете видеть, сколько всего у меня лежало на верхних полках. Здесь такой завал. И, кстати, поскольку там все было не организовано, я все ждала, когда я наконец-то все организую. Я особо туда не лезла. И сегодня я как раз хочу перебрать все крупы, просмотреть все сроки годности и избавиться от того, где уже срок годности вышел. Кстати, хотела вам рассказать, откуда у меня вообще столько всего здесь накопилось. Дело в том, что у меня муж все любит покупать про запас или впрок, да, как говорится. Я, честно говоря, против этого. Мне кажется, что сейчас в любой удобный тебе момент можно либо сходить в супермаркет, либо заказать домой доставку. Я не люблю, когда у меня где-то что-то лежит про запас. Я в этом плане минималист, и мне это не нравится. Но если я мужу, допустим, скажу, купи мне упаковку пшена, он обязательно купит 2 или 3. А уж если по акции, то он штук 5 точно привезет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы к этому относитесь, потому что я знаю, что есть люди, которым наоборот это нравится, говорят, что это очень удобно, что всегда у тебя есть какая-то крупа или сахар или мука под рукой. Показываю вам, от чего я избавляюсь, сколько круп оказалось с истекшим сроком годности. И я решила еще избавиться от вот таких баночек для чая. Я их долго хранила, все ждала, что они как-то хорошо впишутся на мою кухню. Но в итоге для меня оптимальное хранение для чая или кофе — это прозрачные бутылочки из IKEA с пробкой. Чуть позже я им покажу. А вот это просто мне не нужно. Я думаю, что я кому-то отдам, может быть, в подъезде поставлю, и кому-то они пригодятся, потому что, в принципе, они симпатично смотрятся. И, кроме того, у меня здесь осталось очень много чая Greenfield в пакетиках. Я вам как-то показывала в прошлых видео, что зимой я покупала набор новогодний, но зеленый чай я выпила, черный какой-то без фруктовых добавок тоже мы выпили, а вот такой фруктовый он остался, и просто он у нас лежит, его уже никто не пьет. Кстати, в итоге этот чай забрал муж на работу, говорит, на работе все очень быстро выпивается и съедается. И сейчас, наконец-то, я перехожу к шкафчикам. Я еще успею навести порядок в шкафчике с чаем, с кофе, с какими-то алкогольными напитками. У нас есть такой мини-бар. Тщательно здесь все протираю. Здесь я не использую никаких средств, просто протерла влажной тряпочкой и потом вытерла насухо. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Сейчас мне нужно пересыпать кофе из вот этой заводской упаковки. Я все предпочитаю хранить вот в таких бутылочках из IKEA. Очень они мне нравятся. Вообще, если вы будете приобретать в IKEA, то там это называется графин с пробкой, и объем здесь 1 литр, но там еще есть такие графины объемом побольше. Но вот мне на полке такой вариант идеальный. Я храню здесь чай, кофе. Кстати, у нас, знаете, так с мужем сложилось, что я не пью настоящий кофе, мне от настоящего кофе сразу становится плохо, у меня учащенный пульс, поэтому я пью растворимый кофе, а вот муж, он наоборот у меня кофеман, он любит, он вообще разбирается в кофе, он любит разные такие крутые сорта кофе, вот, а я себе прикупила растворимый кофе, и мне хорошо, но по утрам я пью зеленый чай. Вообще кофе для меня это такой более осенний, зимний напиток,
летом я предпочитаю пить зеленый чай или воду. Ну что, в шкафчиках у меня порядок, и мне уже нужно завершать уборку. Конечно, я не все опять успела сделать, наверное, у меня будет и третья часть генеральной уборки на кухне. И сейчас я решила помыть основательно раковину, потому что после всех манипуляций она, конечно же, грязная, и нужно тоже ее привести в порядок. Мою я со средством от Sanitary Formula, очень нравится мне это средство. Единственное, оно содержит хлор, оно обладает таким специфическим запахом хлорки, но хорошо все очищает. И еще я решила потереть щеточкой места возле раковины. Они у меня потемнели, видимо, когда я там овощи чищу, вода вот эта грязная попадает. И это средство сразу убирает загрязнение, то есть если на столешницу капельки попадают, то столешница сразу светлеет. То же самое происходит и с раковиной. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Ну что, на кухне у меня чистота, показываю вам конечный результат. Кстати, знаете, не удалось мне уложиться полностью в то время, пока у меня муж с детьми гуляли на улице. Они уже под конец пришли, я продолжала свою уборку, и в общей сложности на эту уборку я потратила где-то 3,5 часа, но это с учетом того, что я переставляла камеру. То есть, если бы я не снимала, то, конечно же, времени было бы меньше. Но я рада, что мне удалось переделать так много дел, но, может быть, конечно, кому-то покажется, что это немного, но для меня это хорошая работа. Ребят, надеюсь, что вам интересно было смотреть, и я замотивировала вас на наведение чистоты и порядка на вашей кухне. И, как обычно, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. До встречи в новых видео. Всем пока!